Добрались мы до Исламабада. Не ближний, конечно, путь. Порядка 8 часов у нас заняла дорога. Но, слава богу, хорошо летели. Ребята уже на разведке сегодня видели 2 группы крупных козерогов. Фотографии сейчас прислали. И сегодня выдвинулась группа за голубым бараном. Ну, они примерно понимают, где он находится. Завтра в 6:30 завтрак. 6:30 завтрак. В 6:45 мы отправляемся на базу и стараемся вылететь в 7:45. И, в общем, там приземлимся уже на место охоты. Козерог на 3000, база, а голубой баран на 4,5. Ну, как раз еще акклиматизация пройдет. Посмотрим, что нас ждет впереди. Поехали. Денис Морозов уже в 3-й раз отправляется в охотничью экспедицию в Пакистан. В прошлых поездках ему удалось пройти практически через все регионы страны, где были добыты Пенджабский Уриал, недалеко от Исламабада, Асторский Мархур в красивейшем регионе Гилгита, Синдский Козерог и Уриал Бленфорда на самом юге Пакистана. Затем, в следующей экспедиции, Денис отправился в неспокойный регион прямо на границу Афганистана для того, чтобы добыть сулейманского Мархура и афганского Уриала. И, наконец, Читрал, где охотнику удается добыть рекордного кашемирского Мархура. Спустя несколько лет Денис снова возвращается. Его цель – Гималайский Козерог и голубой баран. Это одни из самых сложно доступных трофеев в мире. Оазис пакистанский. Вокруг ковато, все в колючей проволоке, быстрые такие трафики, куча людей. А здесь такое умиротворение, хороший отель. Сейчас задача максимально быстро перебрать вещи и сколько успеем поспать. Доброе утро, погода нормальная, рано проснулись и мы выезжаем сейчас на вертолетную площадку. Утро. Столица Исламабад медленно просыпается. Город только набирает ритм, а наша группа уже в пути на военную базу к вертолетной площадке. С этого момента никаких съемок, камеры убраны. Остается только ждать и надеяться, что вылет состоится. Я готов к горам. Да, я вижу по твоему костюму. Маршрут утвержден. Разрешение на вылет получено. Следующая точка – Гильгит. Там вертолет сделает дозаправку, и группа продолжит путь дальше, на самый север страны, в деревню Гулкин, в окрестностях которой расположены охотничьи угодья, где и обитает Гималайский Козерог. У нас привал на Гилгите. Сейчас по печеньку, по чаечку и полетим уже на место охоты. Тут уже осталось чуть-чуть. Вот мы и покидаем цивилизацию. Впереди только дикие горы и небольшие поселения. Маршрут до деревни Гулкин проходит через узкие горные ущелья. Этот полет больше похож не на перелет, а на движение по тоннелю. Вертолет словно зажат между отвесными стенами семитысячников. Снизу камень, по бокам камень, а сверху невидимый потолок, выше которого машине уже не подняться по техническим ограничениям. Если нам и потребуется обходить препятствия, то только по небольшому запасу высоты. Пилоты периодически переходят на чистый кислород. Здесь, на этих высотах, организм уже не получает того количества парциальных
тех газов, что ему нужно для нормальной работы. Гипоксия подкрадывается незаметно, и цена ошибки слишком высока. А за стеклом пейзаж, от которого перехватывает дыхание и замирает сердце. Но не от страха, а от масштаба. Экспедиция начинается. Группа добирается до базового лагеря в деревне Гулкин. Это небольшая высокогорная деревня в регионе Гаджал на севере Пакистана, почти у самой границы с Китаем. Лагерь располагается на высоте 2500 метров над уровнем моря. Гулкин буквально зажата между гигантскими ледниками и стенами Каракарума. Для альпинистов и горных охотников Гулкин – это ворота в высокогорье. Дальше уже начинаются суровые районы Шимшала с горными пиками выше 6-7 тысяч метров над уровнем моря. Добрались до базового лагеря. В общем, тут поселение. Будем жить как местные. В этих же домиках. Детвора с музыкой встречает. Если мы выйдем на гору рано утром, тогда у нас будет хороший шанс. Потому что животные спускаются ниже перед темнотой. И рано утром животные еще будут спать и отдыхать. В какое время они спускаются вечером? Я думаю, после 3 часов дня. После 3. Да. А во сколько закат? В этом регионе, я думаю, примерно в 4 вечера. Это далеко отсюда? С того места, где люди наблюдают за животным? 5 минут на джипе. 5 минут на джип. Мне тяжковато держаться, честно говоря. Денис, как обычно, берет свой карабин Blazer R8. Конечно, лучше всегда брать то оружие, к которому пристрелялся. Свое, оно всегда свое. Свое ты понимаешь, свое ты знаешь, свое ты понимаешь, как пуля летит. Чужого всегда сложно. Такая складная модификация оружия очень хорошо подходит для горных охот. Удобно переносить в руках, перевозить в машине и вертолете. Это очень компактное и облегченное решение. С прицелом, конечно, тоже здесь такая же история. Каждый кто к чему привык. Стреляю я хорошо, попадаю плохо. Кто еще не столкнулся с этой проблемой, у него есть один недостаток. Там есть батарейка. И как любая батарейка, она садится. Вот это вот самый большой недостаток. Когда и она всегда просто так не сядет. Она садится всегда в самый ответственный момент. Всегда. Это ж вот просто всегда. Удивительная штука. Поэтому во всех карманах, во всех рюкзаках, где только можно, лежат батарейки на всякий случай. Чтобы быстро чик-чик поменял и дальше пошел. В общем, вот такие вот дела. Все, мы готовы. Короче говоря, поехали мы пристреливаться. Понимаю, охота только утром вечером. Я понимаю, даже нету смысла дергаться. В общем, пристреливаемся, до 4 отдыхаем. В 4 поедем, посмотрим. Если спустится, если нет, завтра с утра. В общем, утро-вечер. И как обязательный обычай, это приведение оружия к нормальному бою. В народе звучит как пристрелка. Без этого на горную охоту ходить нельзя. Слишком большая может быть цена ошибки. Оружие пристреливалось перед выездом в Пакистан. На дистанции в 100 метров пуля ложилась в пулю. Сейчас другая высота,
другое давление, другая температура. И мы можем посмотреть, что из этого сложится. Первый выстрел прогревочный. Он, как правило, не дает полной картины, так как выжигает масло в стволе и отличается меньшей точностью. Но, как мы видим, все пули уходят левее. Все в точку, но они все... Можно чуть-чуть. Ну да, все очень кучно, но все чуть-чуть левее. Левее. Сколько вот здесь сантиметров? Может, это первая была, а вот эти чуть повыше, то есть как бы... Ну давай сейчас 1,5 шагнем. Все пули легли примерно на 1,5 сантиметра левее точки прицеливания. На 100 метрах такое отклонение кажется незначительным, но на дистанции 800 метров оно превратится уже в 12 сантиметров. Для горной охоты это может стать критической ошибкой. Денис принимает решение внести поправку в прицел и выполнить еще несколько контрольных выстрелов, чтобы полностью убедиться в настройках оружия. Я думаю, все настроено идеально. Годится. По возвращении в деревню нас ждал большой сюрприз. Оказалось, что сегодня здесь проходит свадьба, и мы приглашены на этот праздник. Меня зовут Эмон, я из деревни Гулки. Сегодня свадьба наших соседей и родственников. На свадьбу придут все люди, старейшины. Сейчас идет траур, поэтому не играет никакой музыки. Никаких танцев, только еда. Вот это блюдо из коровы. А это блюдо из баранины для гостей. Баранина. Только для гостей. И эти два вида риса. Этот для местных жителей из деревни, а тот немного особенный, тот для гостей. Сейчас мы просто ждем, когда соберутся все люди и молодожены. Мы услышим их, ждем. А пока вы можете оглянуться вокруг. В нашей деревне 240 старых домов. В основном многие живут за границей, и со временем молодежь переезжает в другие города. Потому что здесь очень-очень холодно. Но нам повезло, 2 года не было снега. Глобальное потепление, климат меняется, поэтому сейчас погода очень хорошая, солнечные дни. Как говорится, один теряет, другой находит. Для местных жителей глобальное потепление – это безусловно плюс. Комфорт и меньшие затраты на топливо для обогрева домов. А вот для охотников это точно плохая новость. Из-за того, что снега нет, бараны и козероги не спускаются ниже и держатся на больших высотах. Кормовой базы там достаточно, а воду берут у кромки ледников. Мы пришли сюда, и мы будем приветствовать их здесь. Скоро сюда придут жених и невеста. Невеста с этой стороны? Да, с этой стороны. Мы будем их приветствовать, затем мы пойдем к ним домой. Где начнется наша традиция? Думаю, это займет 32 или 45 минут. Когда их отпустят, они вернутся в деревню Состереал. Сейчас девушка едет из Состереала. Я уже там был. Мы все сделали, теперь они идут к нам. Вот, приехали жених и невеста. 3-й день свадьбы уже идет, завершающий. Вот они приехали, все ждут. В общем, мы тоже ждем. Попали на такое мероприятие, в общем. Короче говоря, невероятное мероприятие. Как люди сохранили традиции, я так понимаю, 1000 лет назад вот так они праздновали праздник, свадьбы, по сей день также продолжают их
праздновать. Ничего не поменялось. В общем, невероятно. Даже атрибутика. Невеста приехала из дома жениха, местные жители и старейшины деревни пришли поприветствовать ее. Тут надо прям рассказывать, тут целое действие. Там, жених с невестой прошли, это уже третьи сутки, то есть как бы не гуляют, то есть как бы сегодня завершается, минимум 3 дня гуляют. Сейчас получается, там заходили, поздравляли жениха с невестой. Сейчас все выходят, все будут кушать. В общем, старики сидят в одном доме, молодые в другом. В общем, короче говоря, праздник так праздник. Конечно, невероятное мероприятие. Еще раз и каждый раз убеждаешься, да, что охота открывает такой мир, который помимо природы и красоты еще сколько культур, национальностей и национальных традиций, сколько всего интересного в мире, конечно, такое никогда не увидишь, даже захочешь, такое не увидишь. В общем-то, охота не только природа, а это еще люди, наверное, прежде всего люди. И каждый раз, когда мы уже который раз сюда приезжаем в Пакистан, много оружия, но, наверное, одни из самых добрых людей. Прям чувствуется такое тепло, вот сколько здесь находишься, от каждого человека прям и между собой. Это не наигранность, это не там с нами, а вот между собой даже наблюдаешь, как они друг с другом общаются, такая искренность, такая теплота. Довольны, что сегодня они попали на охоту, а попали на такое, мягко говоря, увлекательное мероприятие. Пока гости познавали свадебные традиции Пакистана, разведка не дремала. Козерог есть, и он обладает хорошими трофейными качествами. А самое главное, что он спустился с 5000 метров и сейчас находится на высоте 3900 метров. Нужно разработать четкий план действий и рано утром выдвигаться на точку. Короче говоря, план такой. В 2 часа подъем, в 2:30 завтрак и в 3 выдвигаемся. 3 часа займет дорога. В общем, должны где-то к 6, там, к 6:30 добраться до места. Ну, и как говорят, и вчера он был там, и сегодня здесь. Там группа из 3 козерогов. Все 3 хорошие, но один прям такой явный лидер. Короче говоря, завтра, можно сказать, сегодня в 2 подъем. В 2 подъем, к 6 должны добраться. Там, конечно, ночью будет и погода минус 15. Не каждый день так на свадьбах гулять. Доброе утро. Хотя тут непонятно, доброе утро или что это. Тяжело все равно спать, адаптация происходит. В любом случае тяжело. И высота, может, не такая высокая. Хорошо, что, может быть, не залетели сразу за голубым бараном. Что в любом случае вертолетом на такие высоты залетать, конечно, опасноватая история. Достаточно прохладно. Я думаю, сейчас пойдем минус 10, минус 15 будет. Мы сейчас, получается, проснулись в 2 ночи. В 2:30 позавтракали. Сейчас выдвигаемся 30 минут на машине. И потом еще ориентировочно 3 часа пешком. Сейчас всю ночь будем брести до места, где вчера видели козерога. Как говорят местные, иншалла. Фух, поехали. Мы едем на Касл-Роуд. Высота 3200 метров. Поездка займет 30 минут, а на подъем пешком уйдет от 3 до 4 часов.
Опа. Добро пожаловать в Marriott Resort and Spa. Все удобства к вашим услугам. На самом верху. И чаек, и кружечка, и дровишки. В общем, все, что нужно для счастливой жизни, у нас есть. Группа пришла затемно. Дальше идти опасно. В ночи можно случайно выйти на козерогов и распугать их. Поэтому принято решение остановиться в охотничьей заимке и дождаться рассвета. По словам местных егерей, козлы нередко спускаются ближе к деревням, в те места, куда их главный враг, снежный барс, не рискует заходить вслед за ними. Гималайский горный козел – один из самых крупных подвидов капра сибирика. Старые самцы имеют массивное тело, длинную бороду и огромные саблевидные рога. Окрас бывает разный, в основном зависит от возраста особи и времени года. Вес тела взрослого самца может достигать 130 килограммов. Рога могут обладать массивной окружностью у основания до 30 сантиметров. Длина рогов у рекордных экземпляров могла достигать 127 сантиметров. Предполагается, что численность популяции гималайских горных козлов в северном Пакистане колеблется между 10 и 12 тысячами особей. Подсчет основан на отчетах Международного союза охраны природы. Ареал их обитания довольно велик. Большие группы встречаются в приграничных районах Афганистана, Индии и Китая. Но основной их ареал находится в Пакистане, где населяет высокогорные участки с пересеченной местностью, а именно в северной части Гилгит-Балтистана и Хайбер-Пахтунхвы, там, где и находится сейчас наша группа. Прямо над нами. Увидели вчерашнего козерога крупного. Ребята поднимались. Он еще чуть ниже спустился. Что хорошо. Сейчас мы поднимаемся. По идее, мы должны сейчас сверху увидеть. Посмотрим сейчас, какая дистанция будет. Ну, в общем, никуда не ушел. Самое главное, грубо говоря, за горкой. Ну, потихонечку поднимаемся. Фух, ну, тяжковато. Большой козел здесь. Трофейный размер. Подходим уже близенько. Молодой нас увидел поменьше. When the big one is coming, I will recall. Во время подъема трофейный козел затерялся где-то в рельефе. Группе приходится наматывать лишние метры там, где высота уже дает о себе знать. Каждые 4 шага приходится делать остановку. В противном случае темнеет в глазах и начинается сильная одышка. Не можем найти нашего. Мелких видим. Крупный непонятно где. Где-то под горкой стоит, но не видим. Ой. Уже каждый шаг. Ну, каждый там 10-й шаг уже дается с трудом. Я даже не представляю, что будет на 5000. Конечно, нужна, конечно, мощная подготовка, да, конечно.
сложна вода. Смотри, тут вот такое место. Я не могу его здесь увидеть и не могу его увидеть здесь. Егерь Али сообщает, что из-за сложного рельефа склона с многочисленными распадками неясно, где скрывается трофейный козерог, замеченный утром. Он решает отправить одного разведчика на ледник, чтобы тот мог осмотреть склон со стороны и определить местоположение козерога. План сработал. Егерь находит трофейного козерога в соседнем распадке. Тихо! Little bit up. Now they are coming in this way. Неудобно. Not comfortable. Один из егерей замечает нашу уходящую группу козерогов. Возможно, есть еще один шанс. Конечно, когда происходит промах, в этот момент кажется, что хуже момента в жизни им даже представить себе невозможно. Чуть поторопился, неудобная позиция была, конечно, 1000 раз. Дистанция вроде близкая, комфортная, там 470 метров, и он уходил вверх, вверх, вверх. И, конечно, в этом случае никогда не заторопиться, никогда. Вот что бы ни было, не торопиться. Пускай уйдет еще на 600 метров. И нужно, чтобы позиция была комфортная. А я поторопился, рука висит. Думаю, ну такая домашняя дистанция, 460 метров, что там стрелять. Не было позиции укрепленной. Беда. Чайку попили, немножко перекусили. Выдвигаемся. Там еще 2 группы есть. Фух. Но подниматься называется ёшкин кот. Аж в самую-самую. Вот это цена промаха, конечно, поспешности. Ну, конечно, всегда после промаха куча анализа. Вот это надо было сделать, вот это чуть-чуть. Чуть-чуть поспешили, чуть-чуть. Ну, как говорится, на все воля Божья. Животные наверху, они кушают. Нам сейчас предстоит такое очень тяжелое, думаю, пару часов, это точно, я думаю, восхождение, может и больше. Поэтому выдвигаемся, времени не теряем. Пошли.
Во-первых, мы должны определить, какой из них легче для нас. Это главное. Во-вторых, мы должны посмотреть, какой из них лучший. Посмотри, одна группа сидит здесь. Подожди, посмотри на снег. Ага, а где следующая группа? Следующая группа на самом верху. Здесь легче. Да. Подожди. Может быть, та, что ближе, легче. Но там нет хорошего трофея. Нам нужен хороший трофей. Согласен? Тут последний рывок остался. Посмотрим. Держаться. Нету больше сил. Идут только самки. Идут? Да, но только самки. Самцов не видно? Не видно за горой. Самки идут одна за другой. Идут на нас? Да, на нас. Значит, их кто-то подтолкнул, нужно просто подождать. Congratulations, my dear. Great, love you. Great. Love you, my friend. God damn, Pakistan market kosme maro. God, şava. Lupine deramon. Now you look how many animals. Yeah, rest is something like this. Тяжелая охота. А? Это очень тяжелая охота. Фактически нарушая, да. Честно говоря, поднимаемся за Козерогом. И я всю дорогу думаю, а как бы сачкануть с голубого барана, чтобы придумать, чтобы не лететь за голубым. Ой-ой-ой. Конечно, тяжело даются эти высоты. Очень тяжело даются. О. Слава Богу. Ему 10 лет, даже 11. Как говорится у нас в Пакистане, иншаллах, добыли, слава богу, гималайского козерога. Просто невероятных размеров, большой, больше 10 лет, 11-12 лет. Мы поднялись, почти 4000 было, 1,5 километра от точки заброски на машине. В общем, первый раз стрелял, промазал. Дистанция комфортная, но позиция была ужасная. 1000 раз стреляешь, и 1000 раз одно себе говоришь. Неудобно, 100 метров не стреляй. Дождись, пускай это идет, пускай 600, пускай 700, но главное, чтобы было удобно. Это принципиальная позиция, эти правила нельзя нарушать. Но здесь на высоте все равно чуть-чуть дурманит. До конца мозг не соображает, как положено. Вот этот вот промах нам дал еще 3 часа подъема. Изнурительного, скажем так, подъема. Но самое главное, заканчивается это все мероприятие с супер трофеем гималайского козерога. Это невероятная страна, невероятно добрые люди. Мы вчера на свадьбе побывали. Как это тепло, даже мы ни одного слова не понимаем, но сердцем чувствуешь, как тепло люди друг к другу относятся и, соответственно, к тебе. Еще, наверное, до конца не ощутили то счастье, потому что, как правило, чем сложнее трофей, тем больше ты получаешь этого эндорфина, за которым мы, в общем-то, всегда поднимаемся в гору. Каждый раз поднимаюсь в гору, я думаю, что я здесь делаю, зачем я это делаю.
и не успел спуститься с гор, думаю, когда я обратно пойду в горы. Это может понять только тот, кто был в горах. Пакистанские горы, они удивительные, наверное, одни из самых сложных. Нам еще предстоит задача перелететь за Голубым бараном. Там вообще базовый лагерь на 4500, поэтому даже может быть хорошо, что мы начали с Козерога. Мы немножко адаптируемся, все равно 2-3 дня хоть какая-то адаптация, конечно. Ох, опасное это дело, это все-таки не шутки, и вот здесь ты уже реально начинаешь понимать, что ты даешь максимальную нагрузку организму, и организм может повести себя вот как угодно. То есть вот здесь вот точно начинаешь уже молить Господа, чтобы дал Бог сил, управил, что называется, вернуться вначале живым, а потом уже с трофеем. Поэтому спасибо организаторам, спасибо Пакистану. Всегда радостно, приятно сюда возвращаться. В следующей серии Денис отправляется в один из самых труднодоступных регионов Пакистана – долину Шимшал, на высоту более 4000 метров. Добрались до места охоты, прилетаем, а тут нет никого. Группе предстоит постепенно подниматься все выше, проходя через 4 базовых лагеря к зоне охоты. Здесь любая ошибка может стоить слишком дорого. Если на такой высоте что-то случится с участниками экспедиции, быстро вернуться назад уже не получится. Как говорят бывалые охотники, если хочешь покончить с горной охотой, езжай за Голубым бараном в Пакистан. Впереди не только охота, но и настоящее испытание на прочность.